Всем привет, меня зовут Руслан Хубиев, и это то, чего все вы ждали, чего все мы ждали. Это то, что я анонсировал пару месяцев назад, то, что я планирую лишь дополнить, а в итоге перелопатил огромное количество комиксов. Максимально полный, ультимативный, совершенный порядок чтения современного Marvel. Для составления этого чертового списка я перелопатил более 9000 комиксов и свыше десятка гайдов изучил, чтобы все это сложить и через призму собственного опыта, собственного экспириенса, скажем так, выдать порядок, который, на мой взгляд, будет полным, важным, без всего лишнего. Как вы могли понять по названию, этот ролик далеко не единственный. Так получилось, что после составления этого списка я подсчитал, сколько у меня времени уйдет на весь гайд, и это около 12-13 часов. Именно поэтому я решил разделить его на разные блоки, для того, чтобы с выходом нового ролика у вас был пак комиксов, которые нужно прочесть к выходу следующего ролика. Комиксов будет достаточно много, поэтому вряд ли вы заскучаете. И я думаю, что это наиболее оптимально, чтобы покрыть максимальное количество разных элементов вселенной Marvel, разных фандомов, разных аспектов и сегментов, которые там есть. Помимо самого порядка, я решил сделать большую хайрезовую карту, мне с ней очень сильно помогли, спасибо всем, кто принимал участие в ее создании. Это большая карта с большим разрешением, со всеми важными событиями всех важных персонажей вселенной Marvel, чтобы вы могли на срезе смотреть, у какого персонажа что в жизни случалось на таймлайне. Это очень важно, потому что иногда народу интересно, когда, допустим, вот вы читаете Мстители, хотите узнать, так, стоп, а где Паук в это время был? И там же на этой карте, если вы спуститесь немножко вниз, увидите Паука и увидите, что с ним происходило в этот момент. Эта карта в небольшом варианте показана здесь. Полностью хайрезовый вариант будет доступен, хайрезовый в смысле карта в высоком разрешении, будет доступна для патреонов, для патронов, которые поддерживают меня на сайте patreon.com, а также она будет появляться в ролике, и вы ее увидите после каждого блока. В общем, работа проделана колоссальная, и на протяжении всего этого гайда вы, как вы можете понять по моим синякам, да, на протяжении этого гайда вы поймете, какая работа была проделана, и еще вам эта работа предстоит, потому что вам это все еще и читать. Хватит лишних слов, поехали! Если в первом порядке чтения у меня были в основном только Мстители, без каких-то сторонних серий, здесь я решил, как я уже говорил, покрыть всю вселенную, поэтому вся карта и весь порядок чтения будет поделен на блоки. Отдельные команды и персонажи будут вынесены в отдельный блок. Не удивляйтесь, увидев там странную команду, которая особо бездействует в этот период времени. Если я ее добавил, значит она там нужна, и значит она будет задействована позже. А также, пожалуйста, люди, которые только пришли на мой канал и впервые смотрят это видео, ознакомьтесь с серией роликов под названием КСЗ, комиксный словарный запас. Это серия роликов, в которых я объясняю значение тех или иных комикс-терминов, которые очень часто будут употребляться на протяжении всего ролика. Подсказка в верхнем правом углу будет, можете кликнуть, посмотреть, ролики короткие, но благодаря ним вам будет проще ориентироваться в том, что вы услышите дальше. Ну и еще один важный момент, который по сути логичен, здесь будет обсуждаться только основная вселенная, 616 поначалу. 616 вселенной, не будет никакого нуар, не будет никаких ультимейт вселенной, 1602 Нила Геймана, ничего, только основная вселенная, только основной канон. Ролик называется «Порядок чтения Marvel. Подготовка». Судя по хронометражу, который вы можете увидеть под роликом, подготовка далеко не самая маленькая, не самая простая. То есть подготовка — это то, что вам нужно почитать по тем или иным персонажам перед тем, как мы начнем уже с вами идти по основному порядку чтения Marvel, начиная с новых Мстителей Бендиса, как и в прошлый раз, и дальше до 2018 года. Поехали! Начнем мы сверху вниз по схеме, которую вы увидели ранее и которую вы увидите чуть позднее, потому что так проще и так вам будет проще ориентироваться, неважно, они особо не связаны, все эти блоки. И в самом верху, на отшибе самой карты, у нас находятся громовержцы. Многие спросят, почему я вынес в отдельный блок таких ребят, как громовержцы? Ответ очень простой. Их очень многие любят. Но почему тогда я не вынес Дэдпула в отдельный блок? Потому что помимо этого, данная команда довольно часто появлялась в событиях нулевых, а затем основа команды даже стала почвой для крайне важных серий. Но об этом чуть позднее. У вас возникает довольно очевидный вопрос. А читать-то что? И у вас есть два выхода. Команда Громов довольно новая серия, поэтому в принципе прочитать все, что выходило до непосредственно нашего гайда, не так сложно. Всего-то 81 выпуск. Плюс их создатель Курт Бьюсак отлично прописывал команду, а рисовал известный вам Марк Багли, художник Ultimate Spider-Man. После Курта Бьюсака за серию взялся Фабиан Нициеза, один из создателей Дэдпула. На вашем месте я бы потратил на это время. Мало того, что это одна из лучших командных серий того времени была, не считая Мстителей Бьюсака, так там еще и лучше всего показали Ворона Зема как персонажа. Ну и плюс это один из лучших ранов по громовержцам в принципе. Читаем весь том, вплоть до первого выпуска новых громовержцев.
Халк. Итак, Халк — это персонаж, который я максимально избегал в прошлом порядке чтения Marvel, и за что мне потом прилетало в комментариях. Однако в этот раз я данные ошибки больше не повторю. Под Халка был отведен целый отдельный блок. Ведь все же это один из отцов-основателей и защитников, косвенно, ну и в принципе, ладно, не косвенно, а прямо одна из причин, по которой мы имеем Мстителей, да и в принципе один из основных персонажей. Но вопрос в другом, что по нему почитать? Многие истории, тем более 90-х и нулевых, крайне локальны и замкнуты на самих себе. Но, если хотите почитать чего-то недавнего, можете почитать том 99-го года. Сначала он называется просто Халк, а с 12-го выпуска Incredible Hulk. Там идет череда авторов, среди которых есть и Дженкинс, придумавший и написавший Часового, и Бёрн, писавший Четверку и Ши-Халк. И именно в этом томе началась планета Халка, к которой мы еще придем. Если будете читать, читайте до 76-го выпуска. После него в серии был небольшой перерыв, и там, по сути, вы найдете логическое завершение. Если вы хотите почитать коротких историй про Халка, в принципе, без развития лора, но вам интересен данный персонаж, читайте все, что названо выше. Ну а если вы хотите, чтобы Халк как-то влиял на вселенную Marvel, и вам нужно это прямое вмешательство, ждите начала планеты Халка, уж там-то вы разгуляетесь. Блок Капитан Америка. С Капитаном Америка вам, возможно, даже повезло, потому что к нему особо готовиться не надо. Перед распадом у нас был том Рибера, Остина и многих других авторов, но я, к сожалению, не могу назвать его хорошим. Первая сюжетная арка, выходившая еще в рамках Ашет про 11 сентября, неплохо играет на патриотизме как явлении и Кэпе как его символе, но по большей части это чехарда неважных событий, которые можно пропустить. Мне очень хотелось бы посоветовать вам прочитать Капитана Америку Уэйда и Грюнвальда, но о них подробнее я расскажу в ролике про первую половину вселенной Marvel. А так, Капитан Америка — это Брубейкера, это который Зимний солдат, Возвращение Зимнего солдата и все такое. Возможно, вы его даже читали, он есть на русском языке. Он является одним из основных ранов современного Marvel и, в принципе, одним из основных ранов Marvel, которые были на протяжении всей истории вселенной, потому что он вернул Баки Барнса, потому что он был довольно долгим, и на протяжении этого рана случилось очень много важных событий. И он начинается вместе с основным порядком чтения, так что если вы особо не хотите, вы знаете, кто такой Стив Роджерс, как он появился, вы смотрели фильм «Первый Мститель», то, по сути, вам даже готовиться не надо, можете подождать начала основного порядка Marvel и перейти к следующему персонажу. Блок Тора. У Тора ситуация тоже очень занятная. Последний том перед новым периодом Marvel писал Дэн Джургенс. Это было последствие возрождения героев и попытка встать на ноги, дав Тору нового аватара. А с ним и новый курс развития и все в таком духе. По-хорошему, конечно, мне стоит сказать, что нужно обязательно прочесть весь этот том, но это не нужно, если вы сами того не хотите. Почему? Потому что практически все прописанное Джургенсом, там вроде Тор Всеотец и все такое, было им же отредконено в последнем выпуске его рана. Ран не самый плохой, но и до Кёрби, Стражинский, Саймонсон и Арна ему ой как далеко пехать. Значит, по Тору ничего читать не надо, правильно? Не совсем. Те из вас, кто читал комиксы по предыдущему гайду, гадали, а где, собственно, Тор? Почему его нет в составе новых Мстителей, почему его нет при Дне М и Гражданке? Ответ на это вы получите, если прочитаете Тора, том 2 с 80 по 85 выпуски. Это небезызвестная арка про Рагнарок, автором которой стал Айоминг. Довольно запоминающийся автор многих лимиток и арок с асгардскими героями. В рамках данной арки вы узнаете, как Тор решил разорвать цикл Рагнарёка и что в итоге произошло. Настоятельно рекомендую, ведь это один из тех редких случаев, когда хороший комикс и важный комикс — это один комикс. Поэтому идите, читайте, вряд ли разочаруетесь. Блок «Железный человек». С Железным человеком ситуация похожа на ситуацию с Капитаном Америка. Приближение нулевых для Железного человека выдалось не самым радужным. После хорошего рана Бьюсака, который закончился аж в 2000-м, серию ждала череда сменяющихся авторов, которые, на мой взгляд, не совсем что ли двигали персонажа вперед. Из важных событий хочется отметить лишь получение Железным человеком поста министра обороны в 78-м выпуске и спустя довольно короткий срок уход с этого поста. Об этом часто вспоминается, в том числе в преддверии Первой гражданской войны. Именно поэтому вы можете сами прочитать эти сюжетные арки, но лично я при прочтении никакого удовольствия не получил. В остальном, начинайте с Экстремиса Элиса, о котором мы с вами еще поговорим, который выходил на русском языке и является началом тома. Это более подходящая точка входа в данного персонажа.
Итог: из подготовки у нас только сюжетная арка с получением статуса министра обороны и с потерей статуса министра обороны. Очень быстро он потерял свою довольно неплохую позицию, что ж поделать. В идеале, конечно, прочитать еще период демонов в бутылке, он выходил у нас от Ашет, где раскрывается проблема Тони с алкоголизмом, о которой затем в современности до сих пор вспоминают. Короче, если вы знаете о том, что Тони был алкоголиком, можете не читать, но это хорошее чтиво. Блок с фантастической четверкой. Команда, которую многие читатели и зрители фильмов игнорируют, потому что им кажется, что эта команда слишком скучная, слишком рафинированная, слишком неинтересная. Зачем мне читать про семью, когда я могу читать про Дэдпула? Но при этом именно у этой команды было огромное число хороших сюжетных ранов, периодов, и в принципе по ним очень много всего хорошего написано. Половина этих хороших сюжетов, кстати, даже больше, пришлось именно на новую веху Marvel, так что вы еще их оцените. Так что же у четверки случилось такого, о чем вам стоит прочитать? Во-первых, касательно четверки, я скорее всего пойду по пути наименьшего сопротивления. Вы смело можете начать с 35-го выпуска 3-го тома Фантастической четверки, или же Фантастическая четверка номер 1 от издательства Комикс. Это начало рана Пачеко, к которому присоединился еще и Лоэб. Безумно скучный, на мой взгляд, период, в котором была лишь пара важных и занятных моментов, вроде сбора не Фантастической четверки, где половина команды состояла из будущих членов Фонда будущего из Marvel Now. Ну и создание, в кавычках, Валери Ричардс. Там довольно запутанная история, в которой Франклин случайно отправил эту нерожденную дочь в другую реальность, где она стала Валери фон Дум, но именно в 49-м выпуске четверки Валери фон Дум исчезла, а Сью Шторм вдруг резко получила в подарок не только беременность, но и много месяцев срока сверху. Также стоит отметить, что начиная с 60-го выпуска идет ран Уэйда. И да, повторяю, если вы вдруг ловите себя на мысли, что не понимаете половину слов, о которых я говорю, вроде ран, том и так далее, обязательно ознакомьтесь сначала с серией роликов КСЗ на моем канале, а потом обязательно возвращайтесь. Так вот, начался ран Уэйда, который по праву считается одним из лучших ранов современности на четверке. Что у нас по важным событиям? 68-й выпуск — сюжетная арка «Немыслимая», которая является невероятно важной, ибо она в корне меняет Рида Ричардса и отправляет Дума в ад. Данная арка выходила на русском языке в рамках Ашет, поэтому у вас есть возможность с ней ознакомиться. Ну и помимо этого успел умереть и воскреснуть Бен Грим. Четверку читайте примерно до 520-го выпуска. Как бы вы к четверке не относились, она продолжает оставаться, если не сердцем, то одним из желудочков Marvel точно. Поэтому не упускайте эту команду из вида, пожалуйста, что-нибудь по ней почитайте из того, что я назвал ранее. Космо Марвел. Здесь я сделал очень просто. Мне повезло. Почему? Потому что здесь я попрошу вас тыкнуть на подсказку в верхнем правом углу и посмотреть мой гайд по Космо Марвел, который я уже делал, причем несколько лет назад. Посмотрев который, вы сможете, в принципе, уже понять, что там было, и, возможно, даже вы это прочитаете, что я настоятельно вам рекомендую. Из недавнего хочу отметить первый том его сольной серии. В ней он показан с довольно необычной и благородной стороны. А еще с Галактусом дерется. Плюс в 9-м выпуске к нему примыкает Фея Скрит, который вы увидите в грядущей аннигиляции. В целом, Космо Марвел жил такими всплесками, то есть был всплеск хороших комиксов про космос от Старлина, собственно, Перчатка Бесконечности и так далее. Был всплеск от Абнета Лейнинга, это современный состав, киношный, скажем так, если вдруг вы не читали комиксы по Стражам Галактики, киношный состав Стражей появился именно в данный период, это аннигиляция, завоевания, Война Королей и очень много других схожих событий, о которых мы еще поговорим позже. И современность, где особо ничего не происходит. В общем, если вы хотите подготовиться к космосу и к дальнейшему порядку чтения, и вам интересен именно космос-сегмент, идите по подсказке на верхнем правом углу, которая была на данный ролик с гайдом по Космо Марвел, и читайте. К сожалению, большей части этого нет на русском, поэтому придется сесть со словарем, если вам не лениво. Блок Мстителей. Итак, мы подобрались к основному блоку. Да, в этом порядке чтения я не отказываюсь от принципа, что основой Marvel с 2004 по 2012 год, даже по 2000
15-й год были Мстители, поэтому у нас все будет крутиться вокруг них, и Мстителей точно не стоит упускать из внимания. Если мы берем за начало новых Мстителей, то подготовка, очевидно, стоит назвать распад. Распад Мстителей — это то, с чего начал свою мстительную карьеру небезызвестный Брайан Майкл Бендис. Раньше, когда я только начинал читать этот период, меня произошедшее в комиксе, а именно выпиливание половины команды, очень сильно поразило. Я подумал, круто! Но затем я понял, что это мерзопакостный ход. Бендис взял и одним махом избавился от неугодных ему членов команды, чтобы создать свою собственную. Да, новая команда вышла неплохой, но радикальности поступка это не меняет. Но как к этому относиться, решать только вам. Помимо Мстителей, стоит упомянуть то, о чем я забыл сказать в прошлом выпуске, и что было крайне важным событием. Речь, разумеется, про Тайную войну. Не путать с Тайными войнами. Многие помнят это событие, так как оно выходило на русском. По сути, это первая глобалка того же Брайана Майкла Бендиса, в результате которой Ник Фьюри ушел в подполье, появилась Мария Хилл, которая возглавила защиту, а также появилась Дейзи Джонсон. Читать Тайную войну лучше после распада и перед новыми Мстителями. А если интересны последствия этой Тайной войны, читайте Пульс, запомните серию Пульс, о которой мы поговорим чуть позже, к которой мы еще вернемся. Иксы. Люди Икс я не добавлял неспроста. Ой, неспроста. Люди Икс, их вселенная, их лор — это тема для отдельного огромного ролика. Но нет, я же вам пообещал полный гайд по всем уголкам вселенной Марвел, и Иксы просто не могут стать исключением по той причине, что слишком многое на них было завязано и в событиях, и в принципе во вселенной. Да еще так получилось, что новые Люди Икс Моррисона, о которых я говорил в ролике про комиксы, которые стоит почитать по Людям Икс, в общем, новые Люди Икс Моррисона являются эталонным, иконическим и прям признанным моментом вхождения в новую ступень Marvel, в новую фазу Marvel, и именно с них многие начинают с Marvel знакомиться. Но не новыми Людьми Икс Моррисона сыты. В тот момент в Marvel было довольно много серий про Людей Икс, и далеко не все были хорошими. Прям далеко не все были хорошими. Какие же серии тогда выходили? Ну, давайте смотреть. Новые Люди Икс Моррисона. Основа, которую вы 100% должны прочесть. Это даже не обсуждается. Это то, на чем зиждется Икс-вселенная, да и весь Марвел в принципе. Все важные иксовые события того периода происходили именно там. И данная серия практически полностью заменяет и замещает все остальные, выходившие в тот момент. Поэтому читайте новых Людей Икс со 114 по 154 выпуск. Читать Иксов Моррисона обязательно. Прям вот, это не тот случай, где я скажу, да можете в принципе не читать, можете вот посмотреть в Википедии. Нет. Иксы Моррисона обязательно к прочтению, если вы начали изучать вселенную Марвел. Прям максимально обязательно. Чего не сказать о других сериях. Uncanny X-Men. Вообще, я советую вам почитать классический ран Криса Клэрмонта на Людях Икс, это сага о Темном Фениксе и все такое, но если вы хотите чего поновее, начать читать Uncanny X-Men можете с 394 выпуска, с которого он выходил в России от издательства ИДК. Писал его Джо Кейси, писал нормально, от силы. Из важного добавил в команду Чембера и придумал персонажа Стейси Икс, мутанта, девушку легкого поведения. Больше ничем его ран особо не запоминается. Да, была стычка с Икс-корпусом с Банши во главе, но на этом, собственно, и все. А с 410 выпуска начинается ран Чака Остина, и вот его я запомнил. По большей части из-за того, что он сделал команду довольно абсурдной, добавив, например, в команду Джиггернаута и Нордстара. Но если бы на этом все закончилось, у меня бы никаких претензий не было, совсем. Но с приходом Чака Остина у всех персонажей случился внезапный сперматоксикоз, или мартовское обострение. Все либо думают, либо мечтают, либо занимаются сексом, или переживают из-за его отсутствия. И все это вперемешку с невероятно странными диалогами, слабыми сюжетами и спорными решениями, вроде арки с Азазелем и Найткроулером и гомофобно-агрессивным поведением Бобби Дрейка. О, ирония. В общем, как вы могли заметить, я не самый большой фанат данного периода. Хотя Чак Остин все-таки сделал какие-то важные вещи. Пробудил от комы Хавока при помощи введенных им же персонажей в комикс. Кстати, один из этих персонажей списан с его жены. Вернул Полярис. Ввел нового Ксорна. Читать или нет, решать вам. Мне это далось тяжело, но я это сделал. В целом, все Uncanny X-Men того периода, разумеется, о которых я говорил ранее, их можно назвать филлерными, вполне спокойно. То есть не обязательными, не особо нужными, которые можно пропустить. Если вам интересна именно основная линейка Людей Икс, то читайте новых Людей Икс Моррисона, а затем сразу же Astonishing X-Men Уидона. Читайте Astonishing X-Men выпуск тогда 5, чтобы далеко не заходить. Остальное уже войдет в основной блок, о котором мы поговорим в следующем выпуске. Ну а если вам интересно все, читайте Uncanny параллельно новым Людям Икс, вплоть до 443 выпуска.
А затем переключайтесь на новые Люди Икс номер 155, потому что с этого выпуска серию начал писать тот же самый Чак Остин. Писал он ее 2 выпуска, а затем серию переименовали просто в X-Men. В общем, от перемен названия серии особо ничего не поменялось, просто на его место на серии Uncanny X-Men пришел легендарный отец и бог Людей Икс Крис Клэрмонт. Но прежде чем читать его ран на Uncanny X-Men, который начался с 444 выпуска, настоятельно рекомендую прочитать первый том Extreme X-Men. Ну как рекомендую? Предлагаю, ибо многое после закрытия Extreme X-Men перешло в Uncanny X-Men. Теперь, надеюсь, вы понимаете, что я имел в виду, когда говорю, что авторы очень любят таскать за собой свои идеи. Ну и раз уж заговорили про Клэрмонта, то Extreme X-Men. Extreme X-Men — это экстремально скучная, на мой взгляд, серия от некогда великого Криса Клэрмонта, который не так давно вернулся в комиксы, но все еще не привык к подаче нулевых. Он рассказывает про команду Иксов во главе со Шторм, которые ищут дневники судьбы, позволяющие увидеть будущее. Серия крайне нудно, на мой взгляд, написана, но при этом она показывает вольную команду Иксов, если вам это интересно. Там есть Роук, там Китти возвращается в команду Иксов, Рэйчел Саммерс присоединяется к команде, Псайлок убивают. В общем, есть на что посмотреть. А после завершения серии на 46-м номере эти иксы перетекают в Uncanny X-Men, где, начиная с 444 выпуска, серию начинает писать Крис Клэрмонт. Только постарайтесь не уходить дальше 450 выпуска, потому что об этом периоде мы поговорим чуть позднее. Это что касается основных X-серий. Помимо этого выходили так называемые мутантские серии, среди которых тоже есть что почитать. Например, второй том новых мутантов Де Филлипса, где нам показывают обучение новой команды мутантов. Читайте, если вы любите иксов, вы любите копаться в их вселенной, вы любите комиксы про молодых героев, которые ищут свой путь в этом мире, вы любите читать про школьную бытовуху и вы любите эликсира. Всякое бывает. Серия крайне легкая, плюс после новых мутантов продолжение вышло под названием «Новые Люди Икс. Том 2», встав на место новых Людей Икс Моррисона. Читать желательно, но не обязательно, если вдруг вам иксы противны, неинтересны и так далее. Экскалибур. Экскалибур, в свою очередь, довольно важная серия. Экскалибур 2004 года — это серия, в которой нам показали, что случилось с Магнето и Ксавье, а также эта серия является своего рода приквелом к Дню, Дому, Династии, называйте как хотите, М. Так что его прочесть настоятельно рекомендую. Exiles. Exiles — серия, которую в принципе читать не обязательно. Она не влияет на поток их вселенной, она не является опорной балкой в конструкции, но она идеально подойдет для фанатов мультивселенского концепта. Максимально упрощая, Exiles — это команда мутантов из разных вселенных, которые путешествуют по разным вселенным. Если вам такое нравится, вперед читать. Помимо этого, выходило несколько серий, которые рассказывали нам о мутантах в городе, а именно в Нью-Йорке. В 127-м выпуске новых Людей Икс Моррисона нам показали район X, гетто на Манхэттене, где живут мутанты. Оно стало главным местом действия как минимум для 2 серий. Первая серия так и называется District X. Это такая комикс-версия CSI места преступления, в котором Бишоп объединяется с офицером, работающим в данном районе, и они начинают расследовать преступления, в которые вовлечены мутанты. Серия довольно неплохо поднимает проблему взросления на улице, наркотиков и, в принципе, переломных моментов в подростковом возрасте. Я лично советую вам с ней ознакомиться. Читаем ее до 6-го выпуска. А также серия Никс, в которой нам рассказывают о бездомных мутантах Нью-Йорка. Знаменательна она тем, что именно в данной серии в 3-м выпуске впервые появляется Лора X-23. До этого она появлялась только в мультсериале Люди Икс Эволюция. Серия также поднимает проблему взросления на улице и выживания. Довольно занятно это сочетается с фактом того, что это не простые дети, а дети с суперсилами. Советую ознакомиться. Ну и разумеется, череда сольных серий про Гамбита, Мистика, Муфрос, Найткроулера и многих других. В принципе, они неплохи. По Гамбиту хороши сразу 2 тома, 3-й 99 года и 4-й 2004 года. Они довольно легкие, местами забавные, местами интересные. Можете не читать, но почитав, вряд ли разочаруетесь.
Мистик. Довольно интересная, и она выходит на русском от издательства Фанзон, так что вы можете его даже купить на русском языке. Эмму Фрост и Найткроулера можете почитать для немного иного взгляда на персонажей. В целом, всего этого вам с головой хватит, чтобы уже спокойно или спокойнее плавать в озере Людей Икс того времени. Блок Росомахи. Да, я вынес Росомаху отдельно, потому что многим этот персонаж нравится в отрыве от X-вселенной, им просто нравится Логан. Им просто нравится он как персонаж, как человек, как личность, как канадец. Ну что ж, если так... Для подготовки вам не особо много нужно будет читать. У Росомахи довольно богатая история, но для всех перипетий придется окунаться довольно далеко в прошлое. Плюс, учитывая то, что в комиксы про Росомаху часто, очень часто, реально часто пихают флешбеки с моментами из его военной службы и прочего, вы все поймете по пути. Итак, советую прочитать Росомаха Начало и Росомаха Начало 2. Самые ранние истории Логана вы увидите именно там. И благо оно выходило на русском от издательства Камильфо. Росомаха том 3. На самом деле Росомаха издавался в России со 2 тома, но читать с него не обязательно. Можно, конечно, но вы смело можете читать с 3 тома за авторством Грега Раки, который тоже издавался у нас. Вот и все, его сольника плюс истории из детства хватит, чтобы погрузиться в данного персонажа. У него довольно низкий порог вхождения, поэтому, в принципе, можете смело читать. Блок по Пауку. Паучок, то, чего многие из вас ждали. С Паучком ситуация довольно простая, потому что многие из вас знают точку начала. Amazing Spider-Man номер 30. В России вы знаете данный комикс под названием «Новые приключения Человека-паука» номер 1. Первый выпуск небезызвестного Рана Стражински на Человеке-пауке. Это начало тотемной истории и его нового статуса-кво. Так что вы смело можете читать отсюда и примерно до 515 выпуска. Не бойтесь, там просто сбрасывается нумерация, читать 500 выпусков вам не придется. Базовых знаний по персонажу вам вполне хватит. Единственное, что может вызвать вопросы, это почему они с Мэри Джейн разошлись. Но уж поверьте, вам этого знать не обязательно. Совершенно. Что по остальным сериям? Помимо Amazing выходил ряд и других серий. Spider-Man Marvel Knights Марка Миллера, кстати, тоже довольно неплохая серия, которая издавалась у нас на русском языке. Читаем ее примерно выпуска до 9. А также Spectacular Spider-Man. Эту серию я читать рекомендую, так как в ней произошел ряд важных событий, которые повлияли на лор Человека-паука. Да и в принципе это довольно неплохая серия с еще хорошим Умберто Рамосом. Читаем до 21 выпуска, как минимум для того, чтобы увидеть эволюцию сил Паука. Вряд ли, конечно, у вас появится желание пропустить Паука, но на всякий случай я скажу, этого не делайте, потому что Брайан Майкл Бендис, автор всего нового периода Marvel, ну как, уже не самого нового, но на тот момент нового периода Marvel, он не был большим фанатом Паука, но при этом Паук был частью Мстителей, и на Пауке был большой акцент, потому что это все еще очень продаваемый тайтл Marvel, очень продаваемый комикс Marvel, поэтому не пропускайте. Лучше что-нибудь почитайте, к тому же период Джей Майкла Стражински, о котором я говорил ранее, он довольно неплох. И, возможно, будет даже вам интересен, даже если вы не любите Паука. Street Level. Street Level — это уличные герои. Те, которые работают на своих участках местечковых, они особо не лезут в большие масштабные конфликты, во все эти нападения инопланетян и прочего, в основном, потому что они занимаются, собственно, бандами, занимаются грабителями, занимаются там бандитами, мафией и так далее, которые ходят по улицам Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, неважно, городов. На самом деле данный уровень довольно условен, потому что все равно всех подтягивают в драке с большими инопланетянами и нападениями извне. Так что, да, Street Level сейчас тем более очень условное понятие, однако все же. Итак, что же это за стрит-левельные персонажи?
Ну, в первую очередь, Каратель, разумеется. Как человек, снявший по нему полудокументалку, которая, помимо всего прочего, является лучшим роликом на канале и обязательно к просмотру для всех, кто смотрит данный ролик, я не мог обойти его стороной. Подсказка в верхнем правом углу, если что. В апреле 2000 года начинается эпопея Гарта Энниса и Стива Дилана, о которой намного подробнее я расскажу в рамках второй части «Сквозь время». Сейчас скажу лишь то, что настоятельно рекомендую прочитать 5 и 6 тома Карателя, и уверяю, вы не пожалеете. Она впервые появилась в 2001 году в серии под названием Элиас, которая была взята за основу для сериала. На самом деле, затем персонажа искусственно состарили, вывернув все так, что она уже появлялась во вселенной Марвел и что даже училась в одной школе с Питером Паркером. Это уже было сделано, так сказать, задним числом. Почему серию Элиас нужно и важно прочесть? Первое. Ввод Джессики Джонс, которая была придумана Брайаном Бендисом и которую Брайан Бендис, автор основы Марвел нулевых, показал и использовал постоянно в тех же Мстителях. Через серию Элиас вы узнаете, что в этот период происходит с Люком Кейджем, который в скором времени станет основным членом Мстителей. За ней последовала серия Пульс, которая стала идейным продолжением, хоть и довольно слабым, но именно в этой серии был единственный полноценный тай-ин, то есть дополняющее сюжетное ответвление, к событию Тайная война, о котором мы говорили ранее. Элиас читайте весь, а Пульс читайте до 9 номера, потому что с 10 номера начинается тай-ин к House of M, и к этой серии мы еще вернемся позднее. Лучшая серия по нему выйдет лишь через пару лет после начала нашего порядка чтения. Во вселенной он просто существует. Из недавнего вышедшего и того, что по нему можно прочитать, есть лишь 4-й том из 6 номеров 2004 года. Крайне посредственная история с крайне посредственным рисунком. Если прям все зудит и хочется почитать про кулака этого периода, милости прошу, но ничего особого вы там не увидите. Вот и все. Но вы меня спросите, а где же Сорвиголова, икона улиц, икона адской кухни? Странно, учитывая, что он дьявол, называть его иконой, неважно. Икона вот всего этого. Где он? Почему его нет в стрит-левеле? Потому что под него надо выделить отдельный блок. Во-первых, он как персонаж постоянно держится особняком от остальных. Он старается работать один. Ну и во-вторых, большую часть того периода Сорвиголовы писал Брайан Майкл Бендис. Человек, который писал Новых Мстителей и вообще заведовал развитием вселенной в тот период. Поэтому Сорвиголове уделялось очень много внимания и уделялось очень много важных событий. Поэтому Бендис крайне активно использовал Сорвиголову в своих сюжетах и делал на него большую ставку. Поэтому следующая остановка — Сорвиголова. Сорвиголова — один из самых старейших в данном периоде персонажей, что обязательно к прочтению. Как я говорил ранее, ДД в новом периоде Marvel приобрел крайне важное значение и был довольно неплохо написан. Поэтому вы соедините приятное с полезным. Это ли не здорово? И начало у нас довольно удобное. Первый выпуск 2-го тома. 1998 год. Начинается он с рана небезызвестного Кевина Смита и истории под названием «Дьявол-хранитель». Данный комикс создавался у нас и от ТДК, и в Ашейте, так что, возможно, вы его даже читали. Затем у нас идет небольшая история от Дэвида Мэка, прекрасного художника, который рисовал все обложки Элиас, многие обложки Сорвиголовы, и который рисовал несколько сюжетов данного тома. Из сюжетно важного он придумал персонажа Эхо, которая затем стала Ронином, и которая довольно часто появляется в новой вехе Marvel. Единственное, что вам придется перетерпеть, это номера с 20 по 25. Номера были написаны Бобом Гейлом, нарисованы Дэвидом Россом, и они очень скучные. Тем более на фоне остальных выпусков. Сорвиголову я настоятельно прошу почитать до 67 выпуска. Первая часть рана Бендиса тоже есть на русском в моем переводе от издательства Камильфо. Это отличное чтиво и важное чтиво, и оно вряд ли оставит вас равнодушным. Все-таки вот этот вот период Бендиса на Сорвиголове считается одним из самых лучших периодов, что случались с данным персонажем. Одни из лучших историй были написаны именно там. Блок «Другое». Последний блок нашей схемы и нашей подготовки. В блоке «Другое» будут находиться лимитки и ваншоты, которые не приписать к другим блокам, или же я не хочу приписывать их к другим блокам, но которые все еще являются довольно важными. И блок «Другое» по понятным причинам станет одним из самых плотных и одним из самых больших. Итак, что же почитать по другим персонажам в рамках подготовки? В начале нулевых и до начала Новых Мстителей в рамки импринтов Marvel Knights и Marvel Max выходили серии, чья важность раскрылась немногим позже. Это были первые появления персонажей, которых Брайан Бендис затем активно использовал в своих комиксах. Итак,
Первое. Часовой Пола Дженкинса. Персонаж, которого многие знают именно по его появлению в Новых Мстителях, Темных Мстителях и так далее. Но на самом деле он появился впервые в своей собственной лимитированной серии за авторством Пола Дженкинса. Там он дебютировал как забытый всеми герой, что много где появлялся, много кому помогал и был носителем страшного секрета. Как вы могли понять, рассказывать вам я его не стану, поэтому бегом читать. Это одна из ключевых подготовительных серий, так как Часовой был неотъемлемой частью всего современного периода и даже текущего периода Marvel. И даже прямо сейчас у него выходит собственная серия. Второе. Арес. Арес — персонаж, который появился далеко не в нулевые, но именно в нулевые в лимитке 2006 года он обрел тот вид и характер, который затем мы увидели в Могучих и Темных Мстителях. Но именно там нам показали его сына Александра, который тоже сыграл немаловажную роль в современном Марвеле. Серию хочется отметить за отличные битвы, неплохое схлещивание мифологий, как европейских, так и азиатских, так и в принципе за отличную работу на мистическом-мифическом фронте Marvel. Лимитка вышла в 2006 году, то есть уже после выхода Новых Мстителей, с которых мы начнем. Читать ее сейчас или потом решать вам. Связи особо нет, но произведение добротное, а мы с вами все равно про лимитки сейчас тут говорим. Далее, Худ или же Капюшон Брайана Вона. Персонаж, придуманный Брайаном Воном, автором саги, Мистика и многих других комиксов в 2002 году и появившийся в своей собственной лимитке, стал одним из самых часто используемых злодеев нулевых. Связано ли это с игрой на контрасте обычного человека с необычными артефактами или же чем-то еще, но о Худе, не самом ярком персонаже Marvel, знают очень многие. В том числе и те, кто особо-то комиксами не увлекается. Ну и разумеется, я крайне рекомендую вам ее прочесть. Там вы узнаете, кто он, откуда он и как стал тем, кем является. Нелюди Пола Дженкинса. Так получилось, что в процессе написания сценария и подготовки Нелюди Пола Дженкинса были анонсированы издательством Фантастика, так что я могу смело отправлять вас читать их в официальном издании. Итак, стоит ли читать Нелюди Пола Дженкинса или же и без них можно обойтись? Определенно стоит. В 1999 году данный комикс получил премию Айзнера в категории «Лучшая новая серия». Он подходит не только для тех, кто знает о нелюдях и хочет почитать хороший комикс про них, но и для тех, кто о нелюдях практически не слышал или же слышал мимоходом и хочет детально изучить членов королевской семьи. Проблема в том, что в свое время история показалась мне немного затянутой, и перечитав, я все равно не смог отбросить этого чувства. Что не мешает данной серии все еще быть одним из лучших комиксов про нелюдей и их лучшей сольной серией. Marvel Boy Гранта Моррисона. Возможно, для кого-то это станет новостью и сюрпризом, но в свое время человек, подаривший нам Invisibles, Джо the Barbarian, отличных новых иксов, All-Star Супермена, Бэтмена и Робина и многих других, придумал персонажа, который впоследствии стал одним из постоянных членов ряда команд, будь то Темные Мстители, Юные Мстители или же просто Мстители. Речь, разумеется, про Нохвара, инопланетянина из другого таймлайна, придуманного Грантом Моррисоном еще в лимитке под названием Marvel Boy. Это тот, кто сначала посягнул на Землю, а затем стал ее защитником. И в связи с тем, что данный персонаж часто будет мелькать перед вашими глазами, лучше знать истоки. В целом, блок другой, несмотря на название, является очень важным, так как новые элементы и давно забытые стороны были интересно и довольно неплохо вплетены в новую вселенскую машину Marvel. Поэтому все, о чем я говорил ранее, будет так или иначе важным и так или иначе появится при нашем прочтении Marvel вместе с вами. Поэтому очень советую подготовиться и все-таки изучить оригины и вот эти вот лимиточки, о которых я говорил ранее. В общем, настоятельно рекомендую. Вот такая вот у нас подготовка. Я постараюсь собрать все эти комиксы, вы сможете их найти и прочитать. Это будет ссылочка будет либо в описании, либо ссылочка будет в группе. В Камера Села, кстати, подписывайтесь. Пока что очень рекомендую вам заняться прочтением и подготовкой, пока вы ждете следующего выпуска по порядку чтения Marvel. Надеюсь, что данный ролик, уж что-что, а уж этот, надеюсь, оказался для вас полезным, потому что была проведена огромная работа, глаза у меня до сих пор не восстановились, и я просрал весь отпуск, читая комиксы. Ну, как просрал. Я отдохнул и читаю комиксы, но все же. Надеюсь, что это было вам полезно. Надеюсь, что вы нашли что-то, что не читали, или, может быть, этот ролик вас подстегнул читать дальше. А также не забываем, что меня можно поддержать на patreon.com/камерасела, ссылочка в описании. Для всех патронов будет доступен данный порядок чтения в картинке хайрезом с высоким разрешением, собственно, под постом. А также все новые порядки чтения будут доступны за 3 дня до их официального релиза, поэтому пройдите по ссылочке, может быть, вы найдете что-нибудь там интересное, что я могу вам дать взамен. Но также не забываем про наш Discord канал, где очень много людей уже сидит, и я безумно этому рад. И тоже пройдите, станьте новым активным членом нашей семьи, и, может быть, найдете друзей по интересам, наверняка найдете друзей по интересам. Ну и подписывайтесь на всякие твичи,
паблики, все в описании. Зайдите в описание, и там вы найдете очень много ссылочек, на которые можно подписаться. Что ж, надеюсь, вам понравилось. Добро пожаловать на канал, если вы тут впервые. Обязательно оцените другие видео. Спасибо, что смотрели. И всех благ. Отдельное спасибо следующим людям: Владимиру Куплюкову, Павлу Лешко, Дмитрию Безуглому, Сергею Бердышеву, Максиму Марченко, Олле Полякову, Ивану Шамелову, Алану, Владимиру Вулукарту Данилову, Вагизу Диарову, Янг Дэнни, Константину Адамову, Ю Веб Дизайн, Диане Лагун, Анастасии Саджерон, Андрею Артюшене, Никите Карику, Сергею Чаплыгину, Робину Гуду, Юрию Лукашевичу, Роману, Артему Петрову, Леону Булову, Григорию Фарафонову, Вове Билько, Антону Бордукову, Катажуку и Пулемету Любви за поддержку канала на сервисе Patreon.